Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто согреет вашу постель? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Сегодня у нас будет как раз такой ваш самый любимый расклад. Бобики – это ваше все, да? Любите вы про них послушать? Давайте будем разбираться. Кто хочет на личный расклад записаться, либо на диагностику негатива, телефон под видео. Итак, ну что я вам скажу, мои дорогие мальчишки, мои любимые мальчишки, вы мне все так дороги, знаете, вы уже мне как родные стали. Я вам скажу, что вот сразу мне показывают печальные моменты в вашей жизни. Это однозначно был такой момент, а может быть даже не один раз в вашей жизни, что, но я смело могу сказать, что вам вставили нож в спину. Это был какой-то подлый поступок, и скорее всего это поступок женщины. Это, знаете, был такой, знаете, момент, либо же предательство неожиданное, внезапное, которое вы не хотели верить. Вот вы знаете, вот вы жили с женщиной, ну, либо же были отношения. И я бы назвала вас вот в чем-то даже наивным. Вот несмотря на то, что вы вроде бы взрослые все мужчины, да, но есть некая наивность. Вот вы настолько верили во все ее сказки, настолько вы ей доверяли, настолько любили, потом настолько же больно вам было после того, что вы узнали об этой женщине. Мы не будем сильно углубляться, да, дабы не сыпать соль на рану вам. Но был такой момент, вы можете, кстати, написать, да, вот, ребят, у кого был такой внезапный удар, да, вот удар в спину от любимого человека. У кого-то это может проиграться не обязательно от женщины, от близкого человека, которому вы всецело доверяли. У кого-то может проиграться и от женщин, и от друга, да, от родственника. Опять же, у каждого будет своя ситуация, потому что это общий расклад. Вообще сказать, что у вас была простая такая жизнь, ну как-то я не могу от слова совсем. Много чего пришлось вам пережить, много было не очень простых и не очень легких моментов. С чем это было связано? Это было связано и с работой, и с финансами. У кого-то может проиграться, что были как-то, либо же сейчас связаны вот с формой, с армией. И это свои очень сложные моменты. Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Да, однозначно, здесь и с армией есть какие-то моменты. Возможно, сейчас кто-то с армией связан. И порой так тяжело бывает. Вам так нелегко бывает, что хочется, ну я не знаю, сбежать просто на край света. Вот вы настолько устали, вот кто сейчас находится вот именно в армии, связан с формой, да, может быть, в горячих точках каких-то находится. Вот вы настолько устали морально, я бы сказала, что даже опустошены. Напишите, ребят, у кого это проигрывается. Это вообще очень такой тяжелый момент. Я вам скажу, что... Вот вроде бы вы сильный мужчина, взрослый, да, который много чего повидал, но в то же время я могу сказать, вот без обид, ребят, вот как-то в женщинах вы, несмотря ни на что, не очень разбираетесь. Вот опять же говорю, ребят, без обид, говорю то, что вижу, то, что мне идет информация. Вот как-то женщины то ли постоянно по жизни вас... знаете, вот использовали, либо веревки вили. Ну, как-то вот ваша доброта, вот она с одной стороны это плюс, а с другой стороны, ну, вот эти самые веревки, которые вы позволяете вить. Ну, ладно, еще если дети вьют веревки, то это понятно, да, любимый папа, который много чего позволяет. Но когда это женщина, когда это по работе люди, а есть такие люди, которые даже по работе вас используют, и я думаю, вы это знаете, вы понимаете. Но вот по своей такой душевной доброте, по такой, я не знаю, сердобольности, ну как угодно это называйте, вот как-то постоянно вам с этим не везет. Женщины, вот я скажу, у кого-то может проиграться, что даже не одна женщина была корыстная в вашей жизни. То есть вот такие они вот королевишны вам попадаются. Вот и сейчас вот я вам скажу, что у кого из вас есть женщина, опять же говорю так, потому что это общий расклад, у кого-то она может быть сейчас женщина, у кого-то нет.
Вот и сейчас женщина, но она больше такая меркантильная. Я, может быть, огорчу кого-то, да? Вот опять же, вот она вас приручила, вот как этого льва. Она имеет, женщина, вот если рядом сейчас с вами есть, да и вообще по жизни. Вот по жизни женщины вас очень легко и просто приручают. Вот в отношениях, даже если вы думаете, что вы были там головой отношений, да, но все равно женщины вами управляли от и до. Не зря говорят, мужчина голова, женщина шея. Куда шея повернет, туда и голова. Вами так управляли, очень умело, очень хитро, очень меркантильно, так, в своих интересах. Конечно же, у кого-то проиграется, что вы плюнули, психанули и ушли, да? Вот оставили, причем оставили свои чувства. Вот вы уходили, возможно, даже кто-то и не раз уходил, еще любя женщину. Напишите, у кого были такие моменты. Вот вы оставили позади свою любовь, да? Просто потому что вас какие-то моменты, может быть, унижали, не ценили, да? То есть вы любили, но понимали, что взамен вы этого не получаете. Поэтому всему есть свой предел. Особенно если мужчина ну, понимает, что уже как бы по самолюбию начинают бить, да, когда уже тебя опускает ниже плинтуса, твоя же вроде бы любимая женщина, то здесь, конечно, любой мужчина развернется и уйдет. Уйдет, любя. Далее. Сказать, вот смотрите, допустим, сказать, что даже при том, при всем, что у кого из вас сейчас есть женщина, я не могу сказать, что у вас есть такая бурная с ней постель. Вот не могу сказать, потому что рядом с вами человек, от которого вам хотелось бы уйти. Человек, с которым вам морально тяжело. И поэтому я вам скажу, что среди вас есть даже такие товарищи, которые, ну, завели уже где-то романчик на стороне. Напишите, ребят, у кого так проиграется. Вот особенно это касается тех, кто имеют отношения, но по какой-то причине вы их не разрушаете. Опять же, у кого-то может проиграться, что вот ради детей вы терпите. Очень часто такая причина, что вот живу ради детей, терплю ради детей. Миллион раз уже говорила, что это самая большая ошибка многих людей. Потому что дети видят, что мама с папой не любят друг друга, дети понимают, дети чувствуют, и потом берут вашу модель поведения и переносят свою уже взрослую жизнь. То есть они также будут относиться к своим будущим женщинам. Поэтому, ну, ни в коем случае нельзя просто вот сохранять ради детей какие-то отношения. Я вам скажу, что вы человек вообще по своей природе очень страстный. Вам, конечно же, хотелось бы, чтобы ваш Бобик был накормлен днем и ночью чуть ли не каждый день, да? Хотя мне сейчас, я представляю, может, кто-то напишет, что ой, каждый день не потяну, уже возраст не тот, да? Ну, понятно, что я немножко утрирую, потому что разный возраст у каждого из вас, да? Вы все разные возрастные категории, разные возможности, бобики у вас разные, у всех все разное, правда ведь? И способности разные, ну чего душой кривить? Кто-то может по 3 раза кормить бобика за ночь, а кто-то может один, и то пару раз в неделю, да? Поэтому я вам скажу, что, в общем-то, вы такой человек страстный, вам бы хотелось и бурных таких ночей, и женщину иметь, которая бы, знаете, как будто вот оживила все ваши вот эти вот возможности и способности. Потому что среди вас есть мужчины, которые, ну реально, вы ставите на себе крест, вы почему-то думаете, что уже все, ваш бобик уже подыхает, грубо говоря, уже все, хозяйки нет. Ну, либо же вы живете с такой хозяйкой, что упаси Господь, что даже бобик уже не хочет лаять в ее сторону и уже очень давно. Поэтому, вот знаете, как будто вот нерастраченные страсти, нерастраченные какие-то желания, возможности, даже любовь нерастраченная у вас есть. И это не важно, в семье вы сейчас, либо же одиноки, понимаете, вот одинаково несчастны вы в этом. Также я могу сказать, что среди вас есть такие товарищи, которые, да, периодически вы романите. Вы романите, это могут быть и одноразовые девочки, это могут быть какие-то очень такие короткие, легкие отношения.
которые, знаете, отношения ради отношений. Их сложно назвать чем-то серьезным. Это может быть чисто для развлечения, это может быть у кого-то скажут для здоровья, чтобы Бобик не сдох на голодном пайке, да? Но опять же, это такие романчики, дорога в никуда. Поэтому я не завидую таким людям, которые заводят отношения лишь бы где, лишь бы с кем. Но это, ну, честное слово, я еще раз повторю, но это проще, наверное, где-то там покормить Бобика в помойном ведре, да? Либо же на мусорке. Ну, это что-то похожее. Поэтому печалька с этим. Давайте разбираться все-таки, кто же согреет вашу постель. Потому что сейчас вот те женщины, которые греют, либо же которые вот рядом с вами, да, вот иногда хочется сказать, знаете, вот почему-то вспомнила, есть такие истории, что мужчины говорят, ну вот рядом лежит, ну извините, ну кусок сала просто лежит, да, вот это не женщина, это там кусок сала лежит, либо же бревно рядом лежит, ну на которого Бобик вообще не реагирует, да, даже лапку не подымет Бобик, потому что, ну, с бревном, ну что ему делать? Ну, побегает он по бревну, да, и что дальше? Поэтому давайте разбираться, что же будет все-таки с вашей интимной жизнью дальше, кто согреет вашу постель. Ух ты, сразу же кардинальные перемены. Только не пугайтесь, ребятушки, это не мужчина идет в вашу жизнь. Ориентацию никто не меняет, так что не пугайтесь. Так. Знаете, в вашей жизни появится женщина, которую вы опять же почувствуете интуитивно. У вас потрясающе развита интуиция. Вот в который раз я уже говорю, да? Я знаю, что у меня много постоянных зрителей, поэтому некоторые моменты у нас из расклада в расклад уже переходят, и вы это знаете. Опять же, либо интуиция, либо у кого-то из вас есть очень такие классные, но еще до конца неразвитые магические способности. Но мы не будем разбираться, почему вы их не развиваете. Это личное дело каждого. Так вот, я вам скажу, что вы эту женщину, которая появится в вашей жизни, это будет новое знакомство, вы ее почувствуете. Вот именно интуитивно почувствуете, что она ваша. Это ваш родной и близкий человечек. Вот казалось бы, она совершенно новая будет, она незнакомая вам, да? Привет из будущего, да? Такая гостья из будущего. Но вы почувствуете, вот бывают такие случаи, да, вот ну, в фильмах обычно говорят, что вот увидел первый раз, и раз так мысль пробежала, что это моя будущая жена, там, либо же это будет моя женщина. Ну вот как-то так вот приблизительно и у вас ёкнет сердечко. Женщина может быть даже, между прочим, скорее так блондинка, либо же светловолосая, моложе вас. Женщина, которая будет довольно мягкая, она не грубая, она не вызывающая такая, да, она не будет с какой-то наглостью себя вести. Знаете, вот как многие любят выпендрёж. Особенно, когда знакомятся с мужчинами, ой, как они выделываются, как они выпендриваются. И думают, что мужчины этого ничего не видят и не понимают, да? А мужчины потом плюются после общения с такими женщинами. Правда, ребят? Вот напишите, как вы считаете, вот наглые такие женщины, которые выделываются, ну, они нравятся вам или нет? Это будет такая дама поскромнее. Но вот какое-то будет, знаете, как будто взаимное притяжение, что ли. Я не исключаю, что у нее даже есть малыш, может быть ребенок, пусть вас это не пугает. Я знаю, вы мне писали уже раньше, что не все любят женщин с ребенком. Но вы знаете, вот в этом случае абсолютно ребенок вам не повредит, ничем абсолютно, потому что, ну, как-то вот очень быстро вы найдете общий язык и с ребенком. И не говорю, что вы будете любить его как родного. Конечно же, нет. Родной ребенок – это родной. Но вот здесь, вот знаете, вы вот полюбите вот, ну, почти как своего родного. Настолько вот как-то гармонично вы будете общаться и с женщиной, и с этим ребенком. Почему-то хочется все время сказать, что с мальчиком. Возможно, это даже будет мальчик, потому вы так легко и просто найдете общий язык. Давайте-ка посмотрим теперь, что же за интим у вас будет.
Знаете, я вот смотрю на расклады и вспомнила в очередной раз шутку. Когда-то давно я ее и рассказывала в видео. Ну, повторю для гостей канала и для новых подписчиков. Да, вот у вас будет подобная ситуация, когда мужчина, ну, после бурной ночи, да, на четвереньках вылезает, весь потный, весь мокрый, вылезает на четвереньках из спальни и говорит: елки-палки, у всех жены как жены, а у этой никогда голова не болит. Так вот у вас будет приблизительно. Вы с этой женщиной вспомните и про то, как можно быть и нужным, и любимым. И вспомните, знаете, такие страсти, которых, наверное, но многие из вас либо же даже не знали в своей жизни, либо же это было очень и очень давно. Потому что вы понимаете, что вот даже тот же интим, он бывает разный. Он разный с разными женщинами. Вы это тоже прекрасно понимаете. И в этом случае вы получите такое удовольствие во всех отношениях. Это будут, знаете, такие страсти, когда, вот опять же, как я уже говорила, когда соседи нервно выходят покурить на балкон. Это будет ситуация, когда вот вы настолько перекормите своего Бобика, что ему уже просто некогда будет отдохнуть. Он уже порой захочет отдохнуть. Потому что вот женщина, она-то вроде бы такая тихая, скромная, но вот как любовница, да, когда вы уже сблизитесь, она будет очень такая горячая и умелая любовница. И, знаете, вы будете получать, ну, настолько такое обоюдное удовольствие. Она из тех женщин, которые, знаете, вот, опять же, скажу через шутку, да, через намеки, ну, из тех женщин, которые будут будить вашего Бобика искусственным дыханием по утрам, допустим, да. Я думаю, многие мужчины любят, либо же мечтают, когда их будят вот именно таким образом, да, вот когда бобики там кайфуют уже с утра. Вы понимаете, о чем я говорю, все взрослые люди. Поэтому, знаете, почему-то вот хочется сказать, что это женщина, которую вы давно искали. Это женщина, о которой вы многие мечтали во всех отношениях. И, кстати, вот я хочу сказать, что даже те, кто из вас сейчас находятся в токсичных отношениях, у вас точно так большая вероятность, что появится новая женщина, вот именно такая жаркая, горячая женщина, которая разбудит вас, и не только вас, поцелуем. Ну, я имею в виду Бобика, да, а то подумайте, что соседа еще будет будить. Поэтому, знаете, ребят, вам многие могут позавидовать, какая женщина появится в вашей жизни, потому что вот интимная сфера – это очень важная сфера. Я думаю, вы это все прекрасно знаете. И когда рядом женщина, которой достаточно раз в месяц, да, ну, это не есть хорошо. Конечно же, появится другая. Когда рядом бревно, конечно же, появится другая. Когда у нее постоянно болит голова, у нее то руки, то ноги болят, да, вот есть женщины, которые, я говорю, ну, наверное, только ресницы и брови не болят, а то все остальное у них болит, да. Конечно же, у таких появится другая соперница, я имею в виду, да. Поэтому, ребят, я вам могу искренне пожелать поскорее встретить такую женщину, потому что жизнь с бревном – это не есть хорошо. Жизнь с нелюбимым человеком – это не есть хорошо. Жизнь одна, поэтому наслаждайтесь, кайфуйте, но с любимым человеком, чего я вам всем и желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!